Сегодня на 21-й неделе войны мы поговорим о тех феноменах, которые успели за этот срок проявиться и которые отличают нынешнюю войну от многого, если не от всего, что мы видели раньше. Самая главная новость в начале 21-й недели войны – удар по Виннице. По городу, равноудаленному от всех театров боевых действий. Несколько высокоточных ракет морского базирования «Калибр», выпущенные с подводной лодки, уничтожили концертный зал, виновный лишь в том, что называется Дом офицеров. Точно так же, как сотни концертных залов по всему СНГ. В ходе атаки погибли 24 человека, среди которых 3 детей. Российские официальные спикеры в этот раз не пошли привычным путем. Мол, во-первых, этого не было, а во-вторых, это не мы, в-третьих, они сами виноваты. На этот раз пропаганда сразу начала с 3-го пункта. Ведь раз Дом офицеров, то там должны быть офицеры. Известное дело, вот скажем, в московском кинотеатре «Космос» царят невесомость и вакуум. Тут полезно взглянуть, чем отличается российская и украинская тактика ведения боевых действий. Потому что гибель мирных жителей в конфликтах высокой интенсивности неизбежна с обеих сторон. Когда украинский «Хаймарс» прилетает в склад боеприпасов, это ставит под угрозу всех, кто живет поблизости. Ведь помимо самого заряда, который несет ракета, детонируют еще сотни тонн взрывчатых веществ. Разница заключается не в картинке, которая следует сразу за ударом. Там чудовищный взрыв и тут чудовищный взрыв. Разница заключается в новостях, которые приходят немного погодя. Вскоре после украинского удара мы читаем новости об убитых офицерах, вплоть до полковников и генералов. Мы видим длительную детонацию большого количества боеприпасов. Нам показывают остатки сгоревшей техники. Украинцы тратят ракету и лишают противника чего-то гораздо более существенного, чем эта ракета. После российских обстрелов мы слышим новости о гибели 4-летней девочки и других горожан. И больше ничего не слышим. Ни фамилий уничтоженных генералов, ни горящих танков, ни детонирующих боеприпасов. Просто погибшие мирные люди и просто дежурное вранье о логове нацистов. Убийство 4-летней девочки – это ужасающая трагедия. Но с военной точки зрения это еще и ракета стоимостью в миллионы долларов, выброшенная на помойку. 4-летние девочки по природе своей не управляют войсками, не составляют стратегических планов, истребитель не пилотируют. Они даже не состоят в резерве в мобилизации. То есть убийство маленького ребенка не просто страшная трагедия, с военной точки зрения это совершенно нулевой ущерб боеспособности противника. Сухая арифметика заключается в том, что у вас больше нет нескольких единиц дорогостоящего высокоточного редкого оружия, которое могло бы пойти на какой-то реальный военный объект. При этом ваш противник остался при своих ценных боеприпасах. Нынешний этап не просто так называют войной на истощение, потому что сегодня речь идет буквально о кровавом аукционе. Чьи ресурсы будут истощены первыми, тот и проиграет. Выстрелить снаряд, запустить ракету, потерять танк – на это уходят секунды. А вот на производство техники и боеприпасов уходят дни, недели, месяцы и гигантские бюджеты. Никакое производство не угонится за интенсивной войной, тем более производство под санкциями. Вот в чем заключается разница в тактике. Украинцы воюют, чтобы победить. Нужно лишить противника боеприпасов, оружия и техники, нужно убить как можно больше самых невосполнимых военных, то есть командование, которое никакой мобилизации не пополнишь. А Россия воюет во имя отчетности. Неважно, является ли Дом офицеров военным объектом. Важно, что этот объект легко гуглится и будет нормально смотреться в отчете. А вот почему у России именно такая тактика? Об этом поговорим дальше. Российская Федерация в лице своего Министерства обороны не публикует данные о погибших уже без малого 4 месяца. С 25 марта выполнялась идея занижать цифры. Нынешняя концепция – отсутствие жертв. Самая большая ошибка думать, что реальный масштаб потерь известен хоть кому-то. Что Путину на стол ложится секретная папочка, где написана вся правда, а уже потом ее злонамеренно искажают. На самом же деле, имеет место широко известная и прекрасно описанная ловушка двойной бухгалтерии. Если вы хотите вести двойную бухгалтерию, вводить в заблуждение инвесторов или государства, или и то и другое, то первая ваша задача поставить между настоящими и фальсифицированными цифрами китайскую стену. Под ложными цифрами вы вводите за нос внешних наблюдателей, а по настоящим цифрам принимаете управленческие решения. В небольших компаниях вы можете вовлечь в этот заговор все руководство, все уровни создания статистики, и схема работает. Но если у вас большая организация, то цифры, которые вы сообщаете публично, неизбежно начинают искажать вашу внутреннюю статистику, по которой вы собираетесь принимать решения.
Представьте себе, что у вас большая сеть магазинов, которая сидит в хронических убытках. Но в конце года неизменно сообщает инвесторам о прибыли в миллиард рублей или долларов. Вы не можете вовлечь в свой заговор каждого директора каждого из тысяч магазинов. Каждый из них просто читает отчет и видит, что сеть прибыльна, что все его коллеги отчитались о прибыли. И вот каждый конкретный директор не хочет быть самым провальным и тоже рисует цифры. Дает вам не те цифры, которые есть на самом деле, а те, что вы хотите видеть. Таким образом, вы уже не можете узнать реальную картину никак, даже если захотите. Так погибло очень много больших и хороших бизнесов. Желание лишь чуть-чуть подкрутить статистику для внешнего пользования через несколько лет порождало всеобщее производство липовой отчетности на всех уровнях. И бизнесом становилось невозможно управлять, ведь уже никто не знал, как работает компания на самом деле. И все. Понятное дело, что офицеры на уровне командиров батальонов не посвящены ни в какие тайны. Они имеют плюс-минус те же цифры общих потерь по всему фронту, которые Министерство обороны произносит публично. То есть в данном случае они видят отсутствие цифр. Нулевые потери за 4 месяца. Они видят свой крошечный участок фронта глазами. Они понимают, что происходит на нем. Но они не могут представить ситуацию в целом. Они читают те же брифинги Минобороны, что и мы. Вокруг них такая же официальная картина реальности, в которой российская армия победоносно идет вперед практически без потерь. Ну и никакой майор и никакой подполковник не захочет признаться. Пока у всех все хорошо и никаких потерь, у меня выбыла половина личного состава уже. Боеспособность утрачена, и больше я не продвинусь ни на метр. Если все вокруг рапортуют об успехах, то рапортовать об успехах будете и вы. Так уж работает вертикаль. И никто никогда не узнает, что происходит на самом деле. Теперь, как можно скрыть тот факт, что от твоего батальона осталась половина? Это рациональный вопрос, кажущийся естественным для обычных людей. Но он рациональный только если не знать, как работает бюрократия. Любая бюрократия, и военная никакое не исключение, всегда найдет способ пожонглировать цифрами и причесать статистику. Это во-первых. Во-вторых, стоящему над тобой генералу тоже не нужна никакая правда. Ему нужна красивая отчетность. Что в результате? Вот вы врете публично, и следом та вертикаль, которая должна поставлять наверх информацию, а вниз проводить управленческие решения, превращается в фабрику по производству хороших новостей. Вранье выходит настолько многослойное, что концов уже никто никогда не найдет. Кстати, именно вранье в отчетах – один из факторов, погубивших советскую плановую экономику. Если ты публично всем рассказываешь, что планы выполняются и перевыполняются, что потребности советских граждан удовлетворяются, что с каждым годом выпускается все больше литров молока, килограммов мяса, женских сапог и автомобилей, будь готов к тому, что вся система погрязнет в приписках. Что те липовые цифры, которые ты публикуешь в газетах, и те правдивые, что ложатся на стол руководства, очень скоро станут одинаковыми и от реальности будут одинаково далеки. Этот вот эффект касается не только потерь, но вообще всей путинской войны. В Россию война должна поставлять позитивные новости. Если новости будут не позитивные, а как во времена Чеченской войны, сплошные трупы, инвалиды, пленные, которые просятся домой, грязь, кровь и ужас, то эффект будет аналогичен Чеченской войне. Уровень поддержки властей рухнет за месяц. Страшная, грязная, бесчеловечная война, идущая прямо сейчас, выглядит на экранах российского телевидения примерно как советские фильмы о Великой Отечественной. Белозубые воины в чистеньких гимнастерках идут от победы к победе. Не надо думать, будто Путин и его окружение видят войну как-то иначе. Будто они принимают решения на основе какой-то другой картины мира. Многое из того, что кажется бессмысленным кровавым угаром, объясняется ровно этим. Ты не можешь нормально управлять, если обратная связь подменена твоей же пропагандой. Уже опубликовано достаточно историй о добровольцах, ушедших с гражданки на контракт и не вернувшихся домой. Уже можно составить примерный портрет такого солдата. Это мужчина старше 30 лет, чаще за 40, живет он в маленьком городе, не в областном центре, занят неквалифицированным или низкоквалифицированным трудом. Разведен, дети живут отдельно с бывшей женой. Образ добровольца, как мужика за 40 из глубинки, не слишком хорошо устроенного в жизни, работающего охранником или водителем, погрязшего в кредитах, стал настолько привычным, что будто так оно всегда и было, будто так оно и надо. Но вообще-то это, если не уникальный, то очень редкий в истории человечества феномен. Чтобы и участие в войне, и поддержка войны с возрастом росли, а не падали. Все большие войны, которые мы можем вспомнить, велись молодыми людьми. Все агрессивные милитаристские идеологии всегда обращены к молодежи.
Оно и понятно. Молодые мужчины склонны к агрессивному и авантюрному поведению. У них чаще всего еще нет семьи, детей и собственности. Им нечего терять. Если вы собрались устроить большое смертоубийство, то должны обращаться именно к этой аудитории, а никак не к людям за 40, которым есть что терять, которые жаждут стабильности, а не каких-то радикальных перемен в своей жизни. Это довольно жесткий социальный закон. Чем выше в вашем обществе доля молодежи, тем выше в нем уровень насилия. Тем выше вероятность, что это общество пойдет на войну. Но мы видим нечто прямо противоположное. Основа и электората войны, и контингента на призывных пунктах – это люди либо взрослые, либо вообще пожилые. Что есть нонсенс. Отчасти нонсенс этот объясняется социально-экономическими факторами. Контракт подписывают люди с невысокими доходами, как правило, с очень высокой закредитованностью, которым в силу возраста трудно переехать или сменить квалификацию. Но дело точно не только в этом. Россия в целом страна бедная, люди в регионах в целом сильно закредитованы, а за войну сулят очень большие деньги. Если все уперлось только в финансовый фактор, то распределение было бы более равномерным. Оно бы не стремилось к пятому десятку лет. Есть один незаметный в мирное время, но, видимо, важный индикатор, который мог бы нам показать некоторое социальное нездоровье. Это резкий взлет во второй половине нулевых и до десятых годов так называемой попаданческой литературы. Вообще говоря, попаданчество – это очень старое и вполне уважаемое направление в научной фантастике, коллизия которого строится на внезапном перемещении героя во времени и пространстве. Но мы сейчас не о нем, мы сейчас об отдельном поджанре, о русском попаданчестве, который натурально захватил издательский рынок. Эти книги издаются и продаются в России суммарными тиражами, несравнимыми даже с Дарьей Донцовой на пике славы. Все они объединены общим сюжетом. Герой, обычно мужчина около 50, обычно военный или силовик, отправляется в прошлое, где исправляет какую-то большую несправедливость. Например, срывает планы ЦРУ по развалу СССР. Количество вовлеченных авторов, число книг, написанных каждым из них, тиражи этих книг – все это гигантские цифры. Легко понять, что литература реваншизма, построенная на идее исправления некой несправедливости в прошлом, действительно пользуется спросом у определенной части публики. Надо признать, что пропаганда ресентимента, внушение людям комплекса неполноценности, идея исправить акт грехопадения в прошлом и вернуть золотой век действительно нашла своего зрителя. Зрителя специфичного. Настолько специфичного, что когда пришло время идти на войну, идти на нее согласились не толпы хунвейбинов, не гогочущая кровожадная молодежь, но буквально сторожа с автостоянок. Потому что у нас не тоталитарная идеология. Нам не предлагают никакого образа будущего. Нам впаривают идею вернуть прошлое. То есть, самым изумительным образом нынешний милитаризм – это не классический бунт детей против отцов. Это не отказ молодых людей от спокойной и размеренной семейной жизни во имя великого будущего, которое куется на поле боя. Нет, это бунт отцов против детей. Это отцы считают сложившийся статус-кво неправильным, несправедливым и унизительным. Это они считают, что нужны перемены, и перемены эти лежат в прошлом. Советский Союз строил новое, ни с чем не сравнимое коммунистическое общество, а Третий Рейх расширял жизненное пространство. Обе этих людоедских, но идеологии были нацелены на молодежь и устремлены в будущее. А сегодня речь идет о том, что в 1980 году было вкусное мороженое. Старшему поколению очень не нравится, что молодежь сидит в своих Старбаксах и не хочет слушать про советское мороженое, что не хочет считать американцев врагами, а НАТО угрозой, и не желает реставрировать страну из прошлого тысячелетия, которую никогда не видели. Надо признать, что Владимиру Путину в некотором смысле действительно удалось возродить СССР на отдельно взятый короткий период времени. Мы имеем дело с войной, которая ведется не во имя каких-то настоящих достижений, не для того, чтобы в ней выиграть, а во имя отчетности и статистики. Война во имя того, чтобы вешать начальству лапшу на уши, пока начальство вешает лапшу на уши населению. Все советское государство работало ровно так. Отчитывалось, достигало, брало на себя повышенные обязательства, перевыполняло планы, боролось с браком производства и сокращало бой тары. Все было прекрасно и замечательно везде, кроме магазинных полок. Душа населения на бумаге была обеспечена всем в избытке. Само население этого изобилия не замечало. Сегодня на войну едут, поддерживают ее советские люди. Люди, жизнь которых зашла в тупик, которые хотят назад в свои 20 лет.
Каждая инициатива во время войны – это инициатива, повернутая в прошлое. Обратите внимание на какую-нибудь путинскую пионерию, законы которой тут на медне подписали. Ведь это не пионерия, каковой она зарождалась. Это не проект по воспитанию молодых коммунистов, которые будут строить светлое будущее. Не инициатива, обращенная в завтра. Это мемориал пионерии 60-70-х годов. Это мы расскажем детям о зеленой траве, которая росла за полвека до их рождения, когда не было всяких айфонов и интернетов, зато все ходили в походы и грелись у костра. Если слишком долго и последовательно заниматься реконструкторством, то что-то ты, конечно, нареконструируешь. Вся беда, а на самом деле спасение России, в том, что мы знаем, как все это закончилось. И закончится так же и опять. До завтра.